Здравствуйте, дорогие автолюбители! Имея колоссальный опыт с 1999 года работы импорта товаров с Китая, я всегда скептически отношусь к тем или иным товарам, если у них заявлены какие-то характеристики. Поэтому их всегда нужно проверять. Одним из простых способов это проверка программы. Само качество, конечно, оно является наглядным, когда вы разбираете и смотрите. Но вот сегодня я хочу вам рассказать в части 3 Magnetola V3 Pro о том, какие тесты, что на самом деле там установлено. Очень интересно, стоит ли здесь QLED дисплей, является ли он таковым, так как мне лично визуально показалось, что Blu-ray дисплей более красочный. Но знающие люди говорят, что здесь все-таки QLED и он более качественный, чем Blu-ray. Давайте посмотрим с вами. Для этого я установил несколько программ. Я думаю, это будет вам интересно. Первая из которых это AIDA. Делаю тест впервые. Даже не пробовал на самом деле. Только установил программы. Все будем делать вместе с вами. Давайте почитаем по AIDA. Итак, что мы видим? Мы видим, что здесь все-таки система производителя компании Qualcomm 8953 для ARM64. На Android процессор, аппаратура Qualcomm, это 4 гига оперативки, версия Bluetooth 4.1, написано у нас сколько их доступно, всего памяти 3,5, 1,5 занято, ну и свободное внутреннее хранилище на 45, хотя это 64, то есть достаточно много занимают разные программы установленные. Так, центральный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 8-ядерный A53, 1,8, 1800 МГц. Так, 64-битная система, 8 ядер, каждое ядро от 652 МГц до 1804. И все ядра работают. Загрузка процессора уже сейчас 25 уже процентов. Что поддерживает, написано внизу. Для знающих людей, я думаю, вы понимаете. Дальше. Так, пиратская программка. Итак, отображение. Расширение экрана 1280 на 720. ID панели написано LT8912B 720p. DSI панель. Размер экрана 102 на 57. Диагональ экрана 4,6 дюйма. Почему-то, хотя это 9-дюймовый экран. Производитель процессора для видео Qualcomm Adreno 506. Текущая частота 320, 600 МГц. То есть можно даже в игрушечки поиграть. Ну и показано у нас, какие расширения он поддерживает изначально. По сети скорость связи, но это по Wi-Fi 72 мегабита. Также он поддерживает телефоны и сим-карты. 5G не поддерживает, только 4G. Показывает батареи, источник питания, но это чисто, я думаю, какой-то странный параметр, так как мы сейчас не на батарее. Версия Android все-таки 9P, хотя в системе написано Android 10. Но как видите, Android 9. Китайцы часто обманывают. Пока еще Android 9 в основном везде стоит, но он обновленный до 10 либо к 11. Так, Android под процессор. Это не удивительно, ведь предыдущая версия на процессоре Intel тоже была на Android 9. Скорее всего, проще дорабатывать. Язык, время. Ну, здесь вы видите основные параметры. Из устройств стоят у нас контроллеры хост, которые работают под Linux. Это USB устройство изначально встроенное. Я так понимаю, это память. Какие-то память, либо флешки. Ну, показывает, что их 3 USB устройства. А значит, поддерживает 3 флешки. Так. OpenGL устройство Qualcomm Adreno. Расписано полностью. Показывает, что 64 бита, максимальное расширение 2D картинки 16386 на 16384. 3D картинки можно еще те же параметры, плюс по глубине 2048. Но это очень приличные параметры.
1024 размер элемента, то есть поддерживает. И так далее. Вот основные параметры. Я думаю, посмотрите, остановите, посмотрите, чем это отличается. Вулкан устройство Adreno 506, встроенный процессор. Опять же расписаны его возможности, на что он способен и что поддерживает. Так, температура. Вот сейчас он немножко уже подгрузился, 60 градусов показывает, он достаточно горячий, поэтому, видя это, еще это без размещения в автомобиле, где температура может быть очень большой, поэтому вентилятор однозначно нужен для этого устройства. Так, встроенное приложение. Кстати, к встроенным приложениям здесь у нас есть Like, Netflix, Spotify, есть TikTok, программа управления голосом, Torque, Vice, The Link, Ассистент и еще несколько программ. Из поддерживаемых кодеков для аудио, видео, какие кодеки он поддерживает. В принципе, все, что можно поддерживать. Ну, вы знаете, для видео все кодеки. Ну, это по плееру. Но вы можете как бы и добавить кодеки, если чего-то не хватает. Например, видео, снятое на айфоне. Так. Ну, пожалуй, все. А теперь давайте с вами пройдем тест, классический тест Antutu. И посмотрим, насколько с ним справится данное устройство и сколько оно берет. Итак, вот сейчас, в принципе, я вижу, что экран достаточно интересный. Возможно, отсутствие именно у нас такого фиолетового оттенка не делает вид лакшери. Но, в принципе, экран на прямом свете, который сейчас светит прямо в него, вы его видите отлично. Это говорит о том, что экран имеет хорошее отображение, параметры его отличные, но, к сожалению, программа AIDA не показала название производителя экрана, что он собой представляет. Посмотрим, на что будет способна программа Antutu. Есть торможение при тестировании, но все-таки это же не игровой телефон, и в принципе на такое мощное 3D тестирование он не рассчитан. Понятно, что супер последние игрушки прибор не потянет. Давайте посмотрим, потянет ли он что-то остальное. Но сам факт, что он вообще тянет Antutu и запускает его, это уже очень хороший признак. Потому что предыдущие устройства это делали, но это было очень долго и сложно. Даже на 8 ядрах на МТК. Но опять же, вы должны понимать, покупая магнитолу, при ее выборе, что именно вы хотите от нее и на что она будет способна. Если вас будет радовать то, что у вас очень мощный прибор, но не использовать ее все возможности, то это в принципе как бы чисто личное эго. Просто как, например, тот же крутой автомобиль, покупая там Теслу и при этом не покупая автопилот к ней. Соответственно, как бы бесполезная вещь. Оплатить такие большие деньги, не получить максимальные возможности и не пользоваться автопилотом. Вот то же самое, та же история и здесь. Заплатить достаточно приличные деньги за магнитолу выше класса, вы можете не пользоваться многими функциями, не всегда это нужно. Сейчас запустит картинку в широком расширении, разрешении. Посмотрим.
вы видите картинку. И по цветовой гамме сразу она раскидается. И мы проверяем сейчас магнитолу так, как мы ее проверяли, например, раньше телефоны. Понятно, что современные телефоны способны уже на многое. Ну вот, наконец-то создали планшет, который уже близок к вашему смартфону. Магнитола, которая не слабее вашего телефона. Это, конечно, уже достижение. Видите, Андрено пытается бабочку показать. Картинка есть, но тормозит. Тормозит прилично. Видно, что не хватает мощности процессора. Хотя картинка достаточно сочная и интересная, ее хорошо видно. Например, если мы выключим свет, попробуем без света сейчас. Ну а скорость, конечно, тормозит. Процессор явно видео ускорение не справляется с прорисовкой картинки. Ну, в принципе, честно говоря, я и не ожидал, что здесь будет слишком высокий самолет, так как частота процессора, хотя он и 8-ядерный, в таком вот разрешении будет, конечно, не справляться. Но если немножко услабить параметры, я думаю, мы получим даже игровую магнитолу, и вы без проблем можете играть на ней, сидя в автомобиле, для любителей игр. Нужно ли это уже другой вопрос. Что-то до конца не сделала. Так, проверили производительность 3D игр. Вы видите, что для 3D игр производительность не очень, но можно играть. Для магнитол это большой шаг вперед. Уменьшить параметры игры, можно без проблем играть в 3D игрушку. Проверяет производительность памяти. И еще раз хочу сказать, почему я хочу, чтобы вы посмотрели полностью, чтобы вы понимали, какой продукт вы покупаете и за что вы платите такие деньги. На самом деле продукт не дешевый, он не относится к дешевым элементам, но есть вариант как бы за эти же деньги купить версию T9, но там уже будет 6 гиг оперативки. Мы сделаем точно такой же тест и для T9, чтобы потом сравнить, насколько магнитолы отличаются. Но там процессор в T9 похожий, но не этот, не Snapdragon. Кстати, хочу отметить отличную работу голосового помощника. Включить звук, выключить экран. Включить экран, который работает на любом расстоянии. Вот я сейчас нахожусь приблизительно где-то до полуметра. Соответственно, он слышит меня, а значит, работа микрофона, та проблема, которая была изначально в многих дешевых магнитол, она здесь отсутствует. Микрофон сделали, поэтому внешний микрофон, скорее всего, вам не понадобится.
работать. И программа голосового помощника справляется отлично. И она идет в подарок к этой магнитоле. Это значит, вы еще получаете эту версию, которая стоит в районе там $30. То есть считайте, $30 отнимаете, это подарок. Так, осталось совсем немножко. Если вы дотерпели до этого момента, то вы увидите, какие все-таки баллы покажет AnTuTu для данного устройства. А значит, сможете делать какие-то выводы себе.